Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Ну что, мои прекрасные, у меня для вас сегодня особенный подарок. Хочется начать наше с вами общение, наше с вами взаимодействие сразу с подарка. Это приходите на канал, а вам так с порога сразу подарочек. Ну и согласитесь, что это очень приятно. И представьте, что вы сейчас держите в руках коробочку, перевязанную красивым бантом. Вот прямо сейчас представьте. И вы в радостном предвкушении, потому что вы понимаете, что там то, чего у вас вообще никогда в жизни, возможно, не было раньше. Вы, наверное, может быть, даже не предполагали, что это может проявиться в вашей жизни. Но энергии, безусловно, новые и, возможно, даже несколько странные для вас. И когда вы развязываете бантик, осуществляете своего рода такой анпакинг, распаковку, вы понимаете, что тот подарок, который вы сейчас держите в руках, он действительно представляет для вас ценность. Потому что это не что иное, как возможность поговорить с вашей душой. С той частью души, которая знает ответы, наверное, на все вопросы. С той частью души, которая про поддержку и которая про вдохновение. И сейчас представьте, как вы держите на своей ладони что-то, что дает вам возможность поговорить с вашей душой. Может быть, это предмет, может быть, это сгусток энергии. Нам нужна красивая визуализация. И вы сидите в уютном кресле, вам тепло, светло, и общение с вашей душой — это очень уютный разговор. Разговор, который напоминает вам о вашей ценности, вашей уникальности и вашей неповторимости. Почему же так важно поговорить со своей душой? Потому что вполне возможно, именно там, именно с ней, и именно в таком формате вы наконец-то услышите свои самые-самые глубинные желания и самые-самые сокровенные мечты. Наши глубинные желания и мечты очень часто мешают нам услышать страхи, блоки, сомнения. Потому что бывает такое, что мы даже сами с собой не искренни. И если мы сейчас себе разрешим наши страхи, сомнения, блоки, все то, что мешает чистому коннекту с нашей душой, раствориться, уйти, или просто мы это отодвинем в сторону. Кто знает, вполне возможно, вы найдете свой личный ключ. Ключ к счастью, ключ к гармонии, ключ к той двери, которая так долго для вас не открывалась. И сейчас у вас есть, я не знаю, конечно, насколько прекрасная возможность, но она, безусловно, уникальная. Потому что вы погружаетесь в этот момент максимально здесь и сейчас, максимально полностью. Потому что
Вы доверяете своей душе. Душа не хочет для вас плохого. И душа, знаете ли, всегда мудрее, чем нам кажется, и чем мы вообще можем себе представить. И сейчас мне бы очень хотелось, чтобы каждое мое слово и каждая мысль, которую я буду облекать в слова, проникала в ваше понимание, сознание, бессознательное и, конечно же, находила там отклик. Кто знает, возможно, это ваше новое состояние безграничного доверия, состояние, когда вы просто следуете словам, потому что понимаете, что со мной безопасно, что я для вас абсолютно любящий, экологичный, безопасный проводник. Это состояние приведет вас к новым открытиям и, возможно, даже, как бы это странно ни звучало, к новым возможностям. И у вас сейчас есть эта уникальная возможность позволить себе поговорить с вашей душой. Мне очень хочется, чтобы, когда вы смотрели этот расклад, вам никто не мешал. Потому что разговор с вашей душой – это что-то сокровенное. Это очень важное, нужное, интимное. Об этом никто не должен знать, кроме вас, потому что тот шепот души, который я хочу донести до вас, это очень личное, очень любящее и очень трансформационное послание. Представьте, что вы можете поговорить со своей душой искренне. Да, это уникальный опыт. И для меня, знаете, он тоже уникальный, потому что я, когда вот сейчас болтаю с вами, я настраиваюсь. Я себя представляю музыкальным инструментом, который нужно настроить, да, чтобы он не фальшивил. Или представляю себя неким радио. Ну, понятно, что не метатроном, но как знать, кто через меня будет говорить. Дайте себе шанс услышать душу, и тогда, как знать, может быть, это принесет вам ощущение внутреннего покоя и умиротворения. Напоминаю, что мы сегодня с вами будем работать на колоде, которая называется «Таро мифов». Красивая, яркая колода. Не могу сказать, что она лаконичная, потому что персонажи очень круто прорисованы. БК достаточно внятная. И с этой колодой я вас знакомлю периодически в своих там частных социальных сетях, где немножко делюсь своим лайфстайлом. Так-то магический чат, бар на крыше, который я временно открыла, потому что это тоже частная территория. Ссылки там есть в закрепленном комментарии. Я немножко рассказываю про эту колоду. Она мне очень зашла. И я даже немножко такой, знаете, некий эгрегор вокруг этой колоды создаю. Тем самым она лучше для нас работает, да, как бы по той причине, что те послания, которые несет, они исходят от богов. Древнегреческие боги, как старшего порядка, так и младшего порядка. Нимфы, да, наяды, дриады, боги старшего порядка, их дети, родственники и прочее готовы рассказать, что же происходит с вашей душой. Потому что с душами наших близких людей мы вроде как научились, да, держать коннект и понимать, резонирует, не резонирует, что мы можем с этим делать. А бывает такое, что сапожник без сапог. И вроде практики, помогающие достаточно тонко и интуитивно настроенные, думающие люди, со своей душой достаточно давно не говорили. Потому что в какой-то момент мы, правда, можем запутаться, а что же нам надо. Да? И, к сожалению, жить и действовать по чужим указкам, да, не всегда это про какую-то материальную составляющую, что мы не можем, да, что-то поменять, а иногда как бы по той причине, что мы настолько запутались, и нам чужое кажется нашим.
Поэтому периодически очень важно, да, очищать наш разум от чужого, да, и, собственно, пытаться услышать шепот души. Итак, первый камень, да, первая душа, первое сосредоточие, созвездие, группа душ, да, которая придет ко мне поговорить, это зеленый камень. А вторая группа душ, это камень номер 2, оранжевый. И третья группа душ – это синий камень. Почему я говорю, что группа? Потому что вас очень большое количество, но плюс-минус понятно, что для кого-то же будут совпадать варианты, то явно будет больше, чем 1-2 человека, которые просмотрят первый и поймут, что это их душа вышла на контакт. Вот, собственно, когда вы спрашиваете, как это работает, ну, просто там есть намерение, да, пробраться условно на тот уровень, который откроется нам, да, чтобы поговорить. Я постараюсь, поскольку это энергии души, подняться достаточно высоко на вибрационный уровень, вот из того, как я могу сама себе позволить, да, поэтому вот пока я с вами болтала, я реально настраивалась там свой внутренний камертон на достаточно высокие частоты. Не знаю уж, насколько они мои, но погнали, давайте смотреть. Давайте все же смотреть происходящее. Надеюсь, что вы камень выбрали. Вот. Интерес к моим проектам можно удовлетворить, если вы посмотрите первый закрепленный комментарий под этим видео, потому что там все написано и про мои проекты, там, и про программу лояльности, и про наши частные социальные сети, которые 100% я потом опять закрою. Ну, посмотрим. Итак, здравствуйте, единички. Привет. Мы с вами будем работать сегодня на прямых позициях. Посмотрим, насколько вы в коннекте со своей душой, да, в каких, возможно, вы там энергиях души находитесь, и получим небольшое послание. Не то, что я там собираюсь как-то жестко препарировать, я вот хочу понять, да, на том уровне, на который вы готовы, собственно, воспринять, да, та часть души, которая действительно готова выйти на контакт, потому что у нас настолько многогранная, да, что наш не полностью выходит на какие-то части. Окей, хорошо. Хорошо. Насколько вы сейчас готовы услышать свою душу, да, в каком вы коннекте, насколько вы понимаете, возможно, свое духовное предназначение, возможно, свой смысл жизни, да, насколько вы прислушиваетесь к советам вашей души, ну, как бы насколько вы с ним в диалоге, да, насколько все-таки это такой формат, когда мы понимаем, что наша душа, в первую очередь, это наш мудрый, да, и добрый проводник. Ну, в принципе, да, но ощущение, что мы здесь немножко можем спорить с душой, да, и здесь такой немножко неоднозначный момент. Сама по себе двойка чаш, она так-то неплохая карта, потому что она в первую очередь про партнерство. Но знаете, я так понимаю, что как бы ваша душа, она достаточно сильная, и вы в коннекте именно по некой такой, знаете, эмоциональной связи, потому что вы чувствуете свою душу, если в вашей жизни, знаете, происходит что-то, что будоражит ваши эмоции. Как, собственно, положительно, так и отрицательно. То есть мы чувствуем коннект со своей душой в минуты какой-то радости, да, бабочки в животе, какие-то глобальные эмоциональные подъемы. И также в моменте глубокой экзистенциальной тоски, понимаете, кризиса. Ощущение, что мы на самом-самом-самом дне, но несмотря на то, что понятно, что на спектр эмоций может быть достаточно разный, да, по глубине и по качеству, и переживаний, то есть ощущение, что вы чувствуете себя, что у вас есть душа, да, когда вы эмоционально как-то, понимаете, задействованы в этом мире. Потому что бывает такое, что что-то достаточно ровное, понимаете, можно находиться в мечевых энергиях. В мечевых энергиях я не могу сказать, что мы сильно чувствуем душу. А вы как раз в тех энергиях, когда вы чувствуете и ощущаете. Вполне возможно, у вас есть некое подкрепление, которое постоянно дает эту связь с душой, потому что, опять же, двойка чаш — это карта гармонии, да, несмотря, здесь очень интересная история.
Да, здесь переплетение получается и мужского, и женского, да, и здесь, наверное, и свет, и тьма, и такой какой-то момент дуальности все равно присутствует как бы в двойке чаш. И я так понимаю, что вы несколько в коннекте и прекрасно понимаете, что как бы, собственно, ваша душа — это же не исключительно какие-то, не знаю, белые перья и несмотря на то, что достаточно вибрационный фон, мы же с вами понимаем, что и темная часть как бы нашей условной личности, души, божественная, да, давайте так, божественное не всегда исключительно про свет. Это очень однобокая позиция. Я вот как-то, знаете, так даже практиков вычисляю, которые вот прям топят за ангелов, да, но отрицают часть, которая у нас немножко, как я называю, темная вода, потому что вообще ничего плохого нет. И благо, что вы прекрасно понимаете свою темную часть души, да, и светлую часть души, потому что они у вас в коннекте, то есть они в балансе, да, то есть вы прекрасно понимаете, что без черного нет белого, да, и без белого, собственно, нет черного. Такая интересная двойка чаш. Если мы немножко к экскурсу, да, вот создание образа вот этой карты в частности, как это отображается вот в этой колоде, изображен здесь, ну, он так называется Эрмафродитус, да, там, или вот, допустим, на русский язык гермафродит, да, это двуполое существо, да, то есть это, ну, я могу сказать, что это точно коннект с душой, потому что в душе это точно как бы нет какого-то пола, да, какой-то, знаете, такой прям энергии мужское и женское, потому что это, ну, просто источник, это просто начало, да, это просто какое-то такое высшее сознание. Так вот, собственно, он был сыном, да, Гермеса и Афродиты, и в него, значит, влюбилась нимфа. Вот, влюбилась нимфа, и, значит, эта нимфа, да, упросила богов, да, соединить ее со своим возлюбленным просто вот навсегда, да. И, значит, боги вняли ее молитвам, я не знаю, что как-то она с ним договорилась. И, соответственно, при воссоединении этой нимфы с мужским началом, да, случился вот такой вот Эрмафродитус. И здесь имеется в виду, что есть и мужская часть, как бы, и женская часть. Но, безусловно, понимаете, сама по себе вот эта карта, она означает, что вы в партнерстве, понимаете, что вы в союзе, что вы, скорее всего, знаете, плюс-минус, когда с вами душа выходит на контакт, понимаете? И это действительно очень важно, это говорит о вашем очень высоком уровне сознания. Я, конечно, не могу сказать, что я вас поздравляю, потому что это пафосно и странно, вот, но это правда, высокий уровень сознания. Вы правда понимаете, да, вы правда взаимодействуете со своей душой, и это достаточно неплохо. И мы в любом случае с вами будем получать послание, да, от нашей души, раз уж нам показывает, что у нас коннект установлен, что же нам хочет сказать наша душа. Абсолютно такое, знаете, небольшое послание мне хочется вытащить. Я вот сейчас просто думаю, одной картой дополнить или сразу там вытащить такое прям послание. Наверное, вот таким образом сделаем. Это будет и красиво. И мы посмотрим, да, общую температуру по больничке. Может быть, это будет предупреждение, да, может быть, это будут награды какие-то для вас. Ну что же, да, что же нам хочет сказать, да, душа в виде прекрасного и полуюноши, полудевушки. Девятка чаш. Давайте ничего не портить, потому что ощущение, что прям какие-то бабочки у нас там внутри. Девятка чаш. Рыцарь монет. Повешенный. Смотрите, вполне возможно, что вам кажется, что у вас есть некие препятствия, да? Некие препятствия, чтобы следовать, да, по пути вашей души. Потому что, конечно, очень бы хотелось. Об этом говорит девятка чаш, потому что это про любовь, да. И мы действительно хотим провести нашу жизнь, да, в таком, знаете, формате созидания. Может быть, мы просим у нашей души или на уровне души нам бы хотелось просто, знаете, такое взаимодействие с миром, когда мы просто получаем от этого мира разные грани удовольствия. Потому что здесь душа хочет радости, да, радости, положительных эмоций в различных проявлениях. Вот. И вполне возможно, несколько не хватает сейчас легкости. Ну, вы, наверное, не первый расклад смотрите, потому что я немножко рассказывала нам
рассказывала про то, кто здесь изображен, и как бы в совокупности у нас такая достаточно ярко объемная картина получается, но немножко тут себя продублирую, потому что кто-то же меня смотрит в первый раз. Смотрите, 9 чаш, да, ну, то есть у нас изображена нимфа, да, Амфитрита, она мать дельфинов, да, с котиков различных, она, правда, и про чувственное наслаждение, и про какую-то, знаете, легкую потоковую историю. Это, вы знаете, как вот русалочка, которая просто резвится в голубых водах, но это та вода, где мы ближе поднимаемся к солнцу, да, то есть мы на самом деле на достаточно таком хорошем и интересном вибрационном уровне. Но вот у меня все-таки некое есть ощущение зависания, потому что душа ваша хотела бы, правда, уровень повыше, да, осознанности, вот, но достаточно давно уже, то есть она проходит свой путь, и есть некое ощущение зависания, потому что, опять же, рыцарь монет показывает прям путь, да, показывает путь, и этот путь достаточно долгий. И сказать о том, что он легкий, конечно же, нет. И ваша душа не выбирала легкий путь, потому что, скорее всего, я уж, конечно, не знаю, это относится к каким-то религиям, или, может быть, это ваше личное убеждение, что действительно ее ждет переход на следующий уровень. А есть ощущение, что она, может быть, немножко застряла на земле, ей хочется выше, там, да, и как-то самосовершенствоваться. Ну, как бы вопрос в том, что вы тут, видимо, еще какие-то уроки не прошли, какие-то знания не получили. То есть вам не до конца. И смотрите, есть ощущение, что вам как будто пока еще не до конца открывается информация, потому что нам показывают повешенный, да. Не всегда я хочу, чтобы вы исключительно считали, что это какая-то жертва, которую необходимо принести. Но, знаете, вот мне кажется, что душа достаточно высокого порядка, и вот она смотрит на происходящее, да, вот как мы тут проявляемся на Земле, да, ей немножко скучно, потому что она как будто либо привыкла к другому, да, либо, возможно, ранее она воплощалась там, если вы в это верите, да, как бы на планетах, да, с энергией более высокого порядка, а тут вот как-то, это, знаете, как получается, как старшеклассник, да, пришел в школу для, там, может быть, малышей, там, или что-то такое, то есть вот уже понятно, что будет дальше, уже не очень интересно, да. И вот еще какой-то очень интересный момент, что вас действительно могли как будто сюда сослать, может быть, потому что вы эти тайные знания. То есть, а вы как будто вот не должны говорить, вы не должны, собственно, показывать, кто вы, понимаете, на уровне души, да, то есть вот ваш уровень, скорее всего, возможно, будет виден только где-нибудь на тонком плане, да, и там будет понятно, что эта душа достаточно высокого порядка, она мудрая достаточно. Вот так вот. И что, собственно, вам душа-то хочет сказать, да? Ну, такое ощущение, что либо вас с точки зрения богов или какого-то вот высокого божественного сознания удерживает, потому что, посмотрите, то есть вам же хочется туда дальше, вам хочется на какие-то более верхние этажи, но вы как будто здесь еще какой-то урок не прошли, вы его проходите. Вы его проходите, да, чтобы, опять же, ну, зайти там в ту дверь и подняться выше, но пока нет, и я сейчас посмотрю, почему, потому что мы должны просто с вами получить подсказки, да, как преодолеть это все, потому что вот такое ощущение, что, смотрите, нашу прекрасную русалку, да, ее как будто держат на дне, да, она как будто прикована там достаточно давно. Да, достаточно давно. То есть, правда, есть ощущение, что душа как будто скована. Душа как будто скована. И, собственно, как же снять эти оковы, если у нас возможность, да? Каким образом мы можем снять оковы? Знаете, наверное, это больше связано все-таки с какой-то все-таки энергией разума, да, потому что здесь у нас четверка. Как же вам, собственно, вырваться-то из заточения? Мне прям показывает, что душа как будто в заточении, как будто в клетке. А за что, кстати, душа в клетке? 5 монет. Угу. Ну, могу сказать, что, возможно, несколько наказана, за, знаете, как излишний какой-то материализм, и сейчас, скорее всего, очень важно, вот, видимо, прокачивать вам духовные некие начала, потому что вам показывает, что вы в процессе исцеления, при этом достаточно давно это энергия Хирона, это, да, кентавр, который обучал даже детей богов, да, искусству исцеления, и я так понимаю, что даже
один из его учеников там пытался возвращать мертвых, да, в мир живых, и, естественно, эти знания не были. Вот я думаю, что может быть ощущение, что вас эти знания закрыли, потому что вы могли как-то несанкционированно всем этим пользоваться. У меня вообще ощущение, что вас как будто охраняют даже, знаете, стражники определенные. Как будто ждут вашего исправления. Ну, наверное, вы как бы в курсе, да? Вы в курсе. Ну, у меня это, знаете, такая современная ассоциация, знаете, когда вот действительно очень многое дано, такая, знаете, душа-мажор растратила, да, ресурсы там или что-то такое, вот как-то где-то в уроке-то не прошли на именно на правильное распределение ресурсов, да, и нас как бы сейчас на самом деле во многом ограничивает, но это является неким исцелением, да, исцеляющим процессом. Потому что нас вот опять как будто вот специально погружает на вот это все прям дно. На самом деле передо мной явно, знаете, душа мага и вытаскивает вас смотрите, с одной стороны, конечно, более высоковибрационный фон, но с другой стороны, если мы с вами вспомним, я просто немножко делилась там этим в манифесте, да, ту же самую драконианскую магию, да и, собственно, различные другие всяко разные, да, там смысл в том, что мы действительно растворяем, да, часть нашей личности для того, чтобы переродиться в какого-то прям могущественного достаточно дракона, ну, к примеру, да, вот. Поэтому, скорее всего, вот те испытания, которые проходит ваша душа, это действительно для какого-то мощнейшего очищения, да, как будто вот ее специально сейчас там где-то запирают, да, зачем, вот в чем вот смысл, что душа хочет донести вам? Боже, Аид, Аид, Луна, но это правда про тайные знания, про магические знания, да, то есть вот на уровне души действительно достаточно высокий доступ и достаточно высокие компетенции. И здесь нам просто говорят о том, чтобы этим пользоваться аккуратно, не раздаривать, да, не размениваться и, знаете, как не допускать состояние, когда мы слишком можем наслаждаться острой холодной темнотой. Почему? Потому что есть ощущение, что это... Я не буду говорить, потому что расклад общий. Ну, смотрите, у нас есть условно душа, да, из верхнего мира, да, есть души условно из нижнего мира. Вы относитесь ко второй категории. Тут очень интересная душа, и она начинает рассказывать мне прошлое воплощение. Есть ощущение, что вы вообще как бы сильно-то своей смерти там не умирали, у вас постоянно это конфликты. Вас убивали, это какие-то подставы, то еще что-то. То есть здесь классика жанра, да, что вот через вот эти все испытания, где очень много там, допустим, там предательства какого-то, да, подстав и так далее, вы действительно должны выйти к состоянию какой-то безусловной любви, да и понять, что вы выше всего этого, а для начала вам придется с этим всем столкнуться. Ну, такое очень интересное послание, хочу сказать. Да, душа на очень высоком уровне здесь. Дайте мне знать, если резонирует. Двоечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Напоминаю, да, что у нас с вами уникальная возможность пообщаться с душой. Я стараюсь настраиваться на очень высокие вибрации. Это не означает обязательно, что я там... Да что такое? Настроилась на вибрации, карту бронила. Сама, смотрите, прям выскочила, да? Сама карта Цирцея. Я же говорю, что, возможно, вы даже прям дружите с первым вариантом. Тут, конечно, для многих прям будут послания. И вообще ощущение, что как-то, ну, не очень-то и хотят ваши души говорить, потому что на первом варианте у меня были помехи. Сейчас начинается с помех, так что просто сама по себе эта карта там вывалилась и рассыпала мне всю колоду. Вот. Цирцея, предсказательница. Ну, могу сказать, что это, наверное, богиня некромантии, но здесь она по большей части была защитницей своих нимф, да, там на своем острове, там остров Цирцеи. Вот. Она защитница женщин, она защитница женской магии в частности, поэтому я могу сказать, что душа у вас достаточно мудрая, она ваш наставник, и такое ощущение, что вы действительно можете, там, может быть, обладать даром ясновидения, да, или эмпатии, или вот четко чувствовать
окружающий мир, опять же, на уровне взаимосвязи, да, как там еще построено, как соткано, что мы все взаимосвязаны, и вы действительно носительница, скорее всего, там древних знаний, как бы и ваша душа, да, из той группы душ, где действительно могли там обучать какому-то провидению, правительству. А может быть, кстати, вы даже занимаете некие лидирующие позиции в вашей группе душ, потому что вот показывают либо, что вы наставница, либо что у вас наставница очень высокого порядка. Душа наставница, понимаете, здесь по королеве мечей. Это очень важно, кстати, что душа наставница, и ее очень важно слушать. Вот я же просто хочу посмотреть, насколько вы в коннекте. Слушайте, ну вы здесь не особо в коннекте, потому что мне показывают семерку мечей. Семерка мечей, ощущение, что все не то, чем кажется. Вполне возможно, что информацию, которую вам сообщают, да, или как вот с вами выходит на контакт, вы не совсем верно ее интерпретируете. Потому что, опять же, семерка мечей, или вы воспринимаете информацию в штыки, потому что такое ощущение, что вы, знаете, вам кажется, что ваша душа на какой-то трикстер, она подкидывает вам какие-то сумасшедшие квесты, и вы не готовы их проходить, или думаете, да боже, да сколько можно уже, да? Это вот как помните этот мем из серии, что там год тебе несет большое количество испытаний, ты там станешь умнее и мудрее, да, мы такие, а можно денежек просто на психотерапию после всех вот этих твоих испытаний? Потому что здесь вот ровно такая история, что вот как бы королева мечей, она тебя вообще в покое не оставляет. Такое ощущение, что ты проходишь здесь просто какую-то боевую подготовку на самом деле, тебя же к чему-то готовят, да, то есть если у тебя такое сильное, мощное наставничество с некими энергиями трикстерства даже, да, то есть такой вот подтролливают, может быть, даже, понимаешь, сама душа. Если мы, конечно, можем там говорить, ну, при условии, что ты веришь, да, что душа действительно обладает таким сознанием, и мы немножко можем здесь и человечить, и как бы вместо плоского понимания, что душа исключительно безусловная любовь, предположить, что тоже там могут быть какие-то черты характера, да, потому что, ну, все же мы как бы люди разные, потому что сейчас вы начнете спорить и говорить о том, что нет, вы, Анна, ничего не знаете, моя душа безусловная любовь, не смотрите расклад, потому что вы тогда ничего нового для себя не узнаете, если так. А вот если вы понимаете, что это действительно высшее сознание, и оно тоже обладает различным эмоциональным спектром, да и по-разному может проявляться, тогда вы получите какую-то информацию для себя. Что еще вам рассказать? Понятно, что все не то, чем кажется, будет ощущение, нафиг меня сюда закинули, да я не хотела рождаться вообще, да что за дурацкие миссии, да верните меня назад, да, то есть это, скорее всего, действительно, люди меня будут смотреть, у кого были сложности у мамы, получается, с деторождением, это может быть и кесарево сечение, это может быть обвитие пуповиной, вот смотрите, тут вот такой нюанс, водолазкой носите, потому что у меня прям удушье чувствуются, потому что либо много воды, короче, было, либо обвитие пуповины. Мне что-то прям информация, змея душила. Такое, кстати, бывает, знаете, если удушье, если там обвитие, потом будет какой-то подсознательный страх змей. Но при этом, опять же, нарушена энергия кундалини, да, вам очень сложно проявляться в своих желаниях, потому что вы больше здесь, да, ваша безопасная среда. Но это тоже, наверное, выбор души, понимаете? Окей. О чем здесь вообще королева мечей, да, то есть вот на уровне как бы вашей души, это про то, чтобы вы на самом деле очистили свое восприятие этого мира, очистили ваш разум от проекций. Проекций будет большое количество, будет ощущение, что вы буквально находитесь в каком-то лабиринте зеркал, в каком-то зазеркале, где нифига ничего не понятно, где логика людей вообще не поддается никакому объяснению. То есть вот на уровне души вы с этим будете сталкиваться, потому что у вас изначально как будто, знаете, должно быть все очень четко настроенный Wi-Fi, понимаете, взаимосвязи с собой, со своим телом. А поскольку здесь нам как урок души показывают потерю связи, получается, разума с телом, да, то есть у нас рассоединение условно небесного, божественного и как бы телесного, земного происходит. Это тоже своего рода урок души. И здесь могу сказать не то, что мы ее не слушаем, мы боимся ее слушать. Мы боимся ее слушать, потому что когда мы ее слушаем, это приводит к тому, что у нас что-то рушится в материи,
пройти. Ну, как оказывается, что-то неверно и неграмотно выстроено. Сложная, конечно, женщина. Сложная женщина сама по себе. Сложная энергия, знаете, архетип Цирцея, он такой... Это про то, что, смотрите, кто-то явно будет вас искушать. Очень много искушения в этой позиции, ну, то есть, видимо, рядом с вами, да, и здесь вам нужно просто зорко включать свой третий глаз. Окей, окей. Давайте смотреть все же. В каких вы энергиях, да, рядом с вашей Цирцеей находитесь. Что, третий глаз настроенный? Все же. Давайте так, мы пытаемся с ней договориться, мы пытаемся все же найти с ней контакт, да? Мы пытаемся с ней найти контакт, потому что двойка чаш, и, может быть, в какие-то моменты, даже если нам кажется, что она достаточно жестко проявляется в нашу сторону, вот, мы понимаем, что это не из какого-то зла и трикстерства личного характера, да, что она просто поржать над нами хочет, просто показывает, где мы запутались, да, и показывает, как бы, да, куда нам разворачиваться в другую сторону. Как интересно, два наставника получается. Угу. Смотри, здесь знаешь, какой основной квест, что у тебя действительно, правда, может быть, два наставника. А такое бывает еще, знаешь, когда говорят две души в одном теле. Две души в одном теле. Так, не могу это рассказывать как бы в общем раскладе, потому что это личная история. Ну, скажем так, я знаю, как это, когда, как мы говорим, да, две души в одном теле. И вы будете встречать своих этих, скажите мне, близнецовых пламен, да? И родственные души, кстати, вот будут проявляться в большом количестве. Будет у вас ощущение какой-то тоски, да, по человеку, когда вы сильно с ним не знакомы. Но самая главная ваша задача — это действительно близнецовые вот эти пламена. Это те люди, в которых условно как будто две души, да, как будто вот половинки, получается, душ, да, разъединяются, и вроде как нужно объединиться в одну. Слушайте, это одна из теорий, но мне рассказывает как раз, что ваша душа, она как будто разорвана, и она ищет свою половину. Это опять же загадка Цирцеи. Да? Это опять же загадка Цирцеи, да, но здесь вам действительно это надо, да, чтобы опять же найти свое, да, и если меня смотрит женщина, вам очень сложно будет найти своего человека, очень сложно, потому что очень высокие ставки, потому что, скорее всего, здесь есть некие еще и контракты, не всегда они магические, не обращайте внимания на карту Гекаты. Вполне возможно, что вы, знаете, как будто вот в поисках, да, вот этой половинки души, ну вы как мстительница, что и приходите. Вы должны найти какого-то человека, чтобы сделать ему больно или осуществить какую-то месть. Мне прям информация идет. Ничего себе. Что это, да? Вы должны кого-то наказать. Да, вы должны кого-то наказать. За то, что как будто здесь, опять какая-то странная информация, знаете, вот как будто кто-то, как вот взаимодействие, да, как будто отняли свет, отняли чужое, отняли какую-то благодать, да, а взяли что-то не свое. И вот здесь вот задача получается у вас то ли помогать возвращать права, да, то ли свое какое-то вернуть, но это прям на уровне души, понимаете, на уровне души, как будто вас... как вам сказать, действительно забросили в такое состояние, когда вы не понимаете, не знаете, кто вы, но при этом такое ощущение, что есть какая-то внутренняя память, что вы ранее обладали каким-то более высоким статусом, что-то такое, понимаете?
Очень много в этой душе магического, да. Здесь вполне возможно, вот если мы в какую-то мифологию, там, архетипы пойдем, это очень похоже, что женщины когда-то сбили корону, ее обманом, там, знаете, там, выбросили в эту реку Стикс или еще что-то. Еще могу сказать, что душа выбирает, скорее всего, воплощение, где получается, душой, там, ну, как сказать, в облике тела, да, совершается насилие, либо психологическое, либо эмоциональное, потому что мне прям показывают, знаете, как вот тело буквально связывают, да, и бросают в реку, потому что такое могло быть, что это, допустим, там какие-то смерти в прошлых воплощениях, а потом как бы от трупа избавились. Но здесь вот есть такое, буквально. Может, просто вам что-то резонирует, знаете? Или, знаете, какой-то подсознательный в этой жизни, да, страх людей, потому что люди могут быть не теми, кем они кажутся, да, от мужчин особенно. Как будто вот взаимодействие с мужчинами, как будто в мужчинах, ну, если мне женщины смотрят, да, проявляет не очень хорошие качества по отношению к вам. Такое, знаете, включает какую-то вашу внутреннюю объективность, а здесь как бы Цирцея же помогает. Вот, скорее всего, Цирцея здесь еще должна быть покровительница. Вот если вы, опять же, выбираете, да, взаимодействие с женскими этими божествами, опять же, на уровне души, да, здесь должны быть энергии Гекаты. Потому что почему-то здесь женщина мужчин наказывает. Ну вот. Или она должна кого-то, знаете, встретить, как бы наказать, потому что что-то забрали, понимаешь, что-то разделили, где-то обманули, я не знаю, может, детей лишили, может, еще что-то, да, но здесь вот прям хладнокровно действительно вот с душой так поступили, душа, понятно, что вот помнит, да, какие-то воплощения свои, что действительно вот она как будто пришла там мстить или там искать обидчика своего, вот таким образом. И понятно, что есть определенный срок, а этот срок ограниченный. Вот что-то сейчас душа тебе хочет сказать, да, по этому поводу. 4 мечей. Ну, где-то ощущение вполне возможно, да, что ты не справляешься, да, со своими задачами, и тебе предлагают опять же вернуться я, конечно, не могу сказать, что это состояние забвения. Тебе предлагают немножко, опять же, переосмыслить происходящее, возможно, наполниться силами снова, да, то есть какой-то вот момент, что где-то нужно уйти на передышку сейчас, да, потому что вы где-то потеряли след, вы где-то сбились со следа, что-то у вас не получается так, как нужно. Но я хочу спросить, что же вам сейчас нужно делать, чтобы быть в коннекте со своей душой? Да я понимаю, что мы, конечно, держим оборону, да? 9 жезлов, 4 монет. Смотри, это про то, что мы не поддаемся этим искушениям. Это про то, что мы не разрешаем быть себе ниже на уровне души, чем мы есть. Это про то, что мы не забываем, какими крутыми и классными скиллами мы обладаем. Это про то, что мы понимаем, что если нас кто-то хочет в очередной раз выбросить, в реку Стикс, он там как бы сам и окажется, да, то есть вот такой момент, что нас как будто все время пытаются снять корону, да, и все время пытаются показать нам какой-то момент соревнований, да, что мы ниже, чем мы есть. И здесь такое ощущение, что душа, которая забыла, кто она. Однозначно, да, забыла, кто она. Это, знаешь, как вот императрица, которая могла отстаивать свое королевство, но при этом она сейчас как будто лишена доспехов или лишена какой-то силы там своей. Вот такой вот нюанс, потому что, говорят, здесь нужно бороться, да, здесь нужно бороться и бороться за свое, там, бороться, возможно, за свое королевство, да, бороться за, наверное, отстаивание, да, того. Вот ты вспомни, кто ты есть, да, вспомни, кто ты есть, потому что здесь мне показывает, что, ну, сама по себе душа, да, то есть, может быть, ей как-то намеренно, знаешь, там, стирали какую-то память, если мы можем сказать, что она ей обладает, вот, потому что здесь душа не помнит, кто она
добровольно как будто разрешает себя, да, делать меньше, чем она по факту есть, конечно, вы же внутри как бы от этого страдаете. И Цирцея, она просто посылает знаки, да, периодически, да, напоминающие тебе о твоей вот какой-то, да, силе, потому что, смотри, сама по себе Биа, да, она как бы богиня силы, да, но и смотри, у нее сила какая-то, у нее же сила прям действительно через какое-то насилие. Да, поэтому как бы я так понимаю, что здесь, скорее всего, еще в этом воплощении будут какие-то, да, моменты, которые связаны с тем, что у тебя много этой силы, ты тоже не знаешь, что с этим делать, да, и, к сожалению, когда мы очень боимся своей силы, мы отдаем ее условно, знаешь, как говорим, как бы, да на черта она мне нужна, она мне только все портит, как бы, да, и мы вот как будто отказываемся от своих прав, понимаешь? Вот отправь на свое королевство, на свою жизнь, короче, вот смотри, получается, что здесь мы как бы лишены силы, а нам сила нужна как бы, чтобы подняться, понимаешь? Как будто тебе даже какой-то некий последний шанс, может быть, дают. Если нам все-таки показывает, да, воздействие вот этой богини, да, ну, в этом воплощении, там, на твою жизнь, соответственно, это правда может означать, что, да, ты в конкуренции, да, ты в оппозиции, ты немножко такой революционер как бы своего, соответственно, потому что ты прям топишь за, знаешь, какую-то прежнюю силу, прежнюю власть. Вот если мы все-таки с тобой будем сравнивать по энергиям молодых и старых богов, ты, наверное, из плеяды старых богов, которых в свое время прям не извергли, да, там с трона, да, то есть вот это вот Тайтанс, первоисточники. Здесь, да, достаточно древняя душа, которой нужно просто не забывать, кто она, потому что это не про то, что она вышла на пенсию, уже типа ничего не может, и остались одни воспоминания, да, что как будто вот есть ощущение в этом воплощении, что связаны руки. Нет, ни в коем случае. Здесь именно задача такая, да, прям те древние знания, которые ты несешь, восстановить. То есть, да, достать как бы из первоисточников. Интересно, конечно. Прикольно. Внутренней силы только что очень много. Вот эта вот внутренняя сила, она прям очень, очень древняя сама по себе. Не забывай, пожалуйста. Такое вот у тебя интересное послание души. Сложно читать, конечно, было. Вспомни, кто ты есть. И чё, да, дошло до кого-нибудь? Да? Страшно видеть это все? Пожалуйста. Как будто чуть-чуть, и я достучусь, да? Есть такое? Боже, да вы сейчас в сопротивлении. Давайте уже впустите вот это состояние потока. Поймите, что вы когда-то уже здесь были, но когда вы здесь были и воплощались, были совсем другие правила. Ну и как знать, да, может быть, вам и продолжать жить по старым правилам. Так, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Давайте так, скажу сразу, я читаю в потоке. Сказать о том, что я проходила какие-то школы, где там, значит, учат смотреть инкарнации или регресс, или у меня есть какие-то знания, полученные из книг относительно вот этих всех воплощений душ, мне кажется, что это больше какой-то, наверное, был науч-поп, который ни к чему не привел, поэтому, в принципе, то, что я читаю в потоке, я читаю свой ассоциативный ряд, я читаю свое понимание, да, поэтому как бы сказать о том, что я сейчас вам что-нибудь, какие-нибудь знания, полученные из книг, там рассказываю, вообще нет. Угу. Хорошо. Угу. Вот как со мной говорит пространство, как вы готовы воспринимать информацию, так я вам ее и сообщаю, по сути. Что, мои прекрасные, что там ваша душа? Да что ж такое? Стикс? 4 чаш. 4 чаш. Отшельники, маги и волшебники, да? Тяжек мой путь. Я заклинаю и превращаю золото в ртуть, что-то там. Стану тобою, да, ты станешь мною, верным сыном зла. Потому что вы про зло вообще, по идее, да, 4 чаш. Ну как зло?
давайте так, вот ваша душа, да, ваша связь, ваш коннект, он больше с нижним миром. Ну, если мы с вами предполагаем, опять же, да, там, что у нас есть некое древо Сефирот, которое мировая ось, да, что у нас там есть условно 3 мира, да, то есть мы обитаем как люди в среднем, получается, да, есть еще мир душ, который находится у нас условно в нижнем мире, да, есть мир душ высокого порядка, который условно находится в верхнем, так называемый богический. Вот. Ну, не только души, но они там тоже обитают, да, то есть такая у нас немножко есть иерархия. Так хочу сказать, что вы снизу, понимаете? Вы снизу, вам там ближе, поэтому, скорее всего, вы у меня такая немножко готическая принцесса, да, 4 чаш. Белокожая, да, вампиресса может быть. Ну, это не обязательно, конечно, потому что, опять же, сравнивать мою прекрасную аудиторию с вампирами я не хочу, потому что в воплощении земном вампиры мерзейшие люди, и я сталкивалась с такими, просто как черная воронка, прям человека по лицу ударить хочется, потому что он просто жрет, знаете, потому что он по-другому вообще не может. Ну, не может, он тебя улыбается, да, и жрет тебя через разные эгрегоры, через еще там что-то. Не, есть, конечно, милашки, но с милашками можно договориться, короче, да, и ты просто их и они тебя не трогают, да, потому что понимаешь, что они получат звезд там, да, на погоны. А есть как бы, которые прям вот это безнаказанно. И, соответственно, вот эта 4 чаш, если в негативной, короче, интерпретации, то есть вот смотрите, ваша душа, она реально может превращаться в какую-то просто черную воронку, да, то есть вот если мы первоисточник смотрим, это просто вот какая-то вот черная воронка, поэтому, в принципе, наверное, вы будете сдерживать свои вот эти все посылы, потому что вы прям вот этот черный вихрь, который прям засасывает в какую-то прям сумасшедшую, оглушающую глубину. Ну, а сама по себе энергия, как бы четверки чаш, она не про, слушайте, во-первых, она не про жизнь. Она про апатию, она про стоячую воду в первую очередь, но мы же прекрасно понимаем, да, это, знаешь, зимняя вода, темная вода, что там, возможно, может водиться все что угодно. Знаешь, когда говорят, что в тихом омуте черти водятся, это про тебя точно, потому что вот ты тихий омут, и душа твоя, в частности, тоже тихий омут. То есть очень много какой-то ассоциации с тобой, да. Ты почему еще можешь пугать? Потому что у тебя какая-то такая, знаешь, сила, но опять же, вот на уровне души, это хтонь. Что-то древнее, что-то хтоническое, да, что-то такое пугающее, возможно, да. 4 чаш. Пугающая. Ну, такая природа у тебя. Природа у тебя такая, понимаешь? Это же не хорошо и не плохо, но природа у тебя такая. Что, все мы разные, да, зверюшки этого прекрасного божественного зоопарка. А вот ты такой. Твой вот ореол обитания. Это значит у нас условно подземный мир. Ну, на самом деле, если уж мы с тобой, да, туда обращаем внимание свое, и мы немножко мифологически, метафорически читаем послание души, это опять же про то, что у тебя же никаких-то сложных задач-то вообще в этой жизни нет. Понимаешь, в чем прикол? Что у тебя, правда, никаких сложных задач в этой жизни нет. Потому что здесь вполне возможно, мы можем быть наблюдателями, да, мы можем оставаться собой, мы можем быть проводниками чужих энергий, но энергии не всех, а энергии только вот близких нам. Почему? Потому что вот сама по себе как бы река Стикс, она являлась порталом, лиминальным местом, да, потому что, получается, по этой реке там перевозили мертвых, да, души, получается, в царство Эхерон, да, и там, значит, у нас Эхерон, значит, плыл по вот этой реке Стикс, соответственно, на своей лодке и перевозил душ. То есть она такая, знаешь, спокойная, достаточно мадам-проводник. Все-таки, вот река и река, да, она мощная, конечно, она обладала там свойствами, опять же, вот этого портала, да, то есть тоже как бы сакральная такая дама была, и опять же, она богиня, да, то есть это какая-то мощная история. Вот, но мощная в плане того, что мощь-то твоя тихая, понимаешь, она не про сносящее все на своем пути,
она про какую-то, знаешь, такую мудрость, да, созидание, все пройдет и это. Если, например, у нас как бы земля, да, все, что мы не бросаем, она превращает в перегной, да, то есть у нас здесь такая немножко мертвая вода, которая такая прям жреческие энергии, понимаешь? Ты, может быть, конечно, про предсказания, но прям действительно связь у тебя с подземным миром достаточно сильно выражена. Так, ну что, ты правда можешь общаться со своей душой тогда, когда ты в состоянии драмы. Ну, драма, знаешь, не такое, что мне там, допустим, как по второму варианту хочется прям всем пробить, да, контрольный в голову. А именно, когда тебе нужно погрустить про какие-то потери. Может быть, это момент каких-то страданий, это мой момент, когда слезы душат. Вот видишь, я прям говорить не могу на уровне вишутхи. Вот по той причине, да, что, наверное, кто-то не хочет, чтобы я касалась, да, этого всего. Так и она, смотри, она сама тоже прям держит свои руки, да, в области своей вишутхи. О чем ты еще? Наверное, про какую-то внутреннюю силу, про такой внутренний покой. И вот твое, наверное, может быть, знаешь, такое время года, когда ты в коннекте со своей душой, это все-таки зимнее, потому что это период меланхолии, как-то умирания, да, внутреннего, вот эти все там апатии, может быть, у тебя действительно усиливаются, да, качество твоего ясновидения. Так, ну, давай посмотрим, насколько ты в коннекте, да, с этой части души, которая хочет с тобой пообщаться. Насколько ты в коннекте. Ну, ощущение, что ты только начинаешь с ней знакомиться, да, то есть, может быть, тебе всегда казалось, что ты тут исключительно с ромашками на голове, а оказывается, что нет. И я знаю, когда ты с ней познакомишься. Вот смотри, у тебя была какая-то цель в жизни, она не сбылась. У тебя были какие-то планы, они не сбылись. И получается, что ты как будто погружаешься вот в эту всю пучину, и тогда ты знакомишься со своей душой, которая дает тебе ощущение пофигизма, меланхолии, да, и вот такое, знаешь, прям ровное состояние дзена. То есть смотри, получается, что ты с ней знакомишься, то есть вот по воле высшей силы уже наконец-то, да, видимо, уже сама Афина там вмешивается. И вполне может быть, есть ощущение, что это была какая-то, знаешь, магическая борьба, психологическая борьба, было ощущение какого-то подъема, было ощущение какого-то роста, взаимодействия с миром, да. Сейчас этого нет, есть ощущение кокона, есть ощущение некого забвения, да, и ты понимаешь, ох, нифига себе, какой в этом всем есть ресурс, и оказывается, я из этого состояния реально могу ловить какой-то мягкий меланхоличный шепот, да, который показывает мне, что да, я это есть. Возможно, вас сейчас будет привлекать какой-нибудь формат, что-то из серии ASMR, да. Сейчас проверим, кстати. Что хочет прошептать вам ваша душа? Что она с вами на связи? Что вы этим? Вполне возможно, вам информацию, которую я сообщаю вам шепотом, да, воспринимать легче. Нашла, короче, недавно девицу в формате ASMR, ну, просто лента подкинула, тоже он читает, короче, вот это духовное. Как оно меня прям раздражало, вы не представляете. Почему? Потому что приходилось прислушиваться, и ваша душа с вами не говорит громко, да? Она не говорит громко, потому что, ну, кажется, что «А что ты там говоришь? А что ты там шепчешь? А говори громко». А она не говорит громко, понимаете? Потому что вот эти темные воды — это шепот. Это змеиный язык. Это язык мертвых. Поэтому 100% у вас будет связь с вашими. Связь с вашим.
Но вы поймите, что это не мертвая вода, там рождается живое. Вполне возможно, вы пришли в свою семейную историю как в угасающую какую-то, может быть, даже несколько деградационную историю, чтобы ее возродить. Потому что у вас, правда, немножко вот есть такая энергия, что вы для вас мертвые, как живые, как, как понятно, да? Вот почему я еще стала говорить немножко про вампиризм, потому что есть вот этот момент ощущения чувствования, переходности. Может быть, вы правда будете общаться с людьми, которые, как вам сказать, вот ваша энергия, она очень симпатична. Много ли жизни сейчас на данный момент в этой вашей энергии? Ого, император. Много ли жизни? 10 чаш. К вам будут мертвые мужчины тянуться за жизнью. Да? Император как бы 10 чаш. Да, вот. Интересно, конечно. А как к вам тянуться за жизнью? У вас сильно ее нет сейчас. И смотри, что тебе говорят. Не изображай радость. Не изображай радость, потому что, смотри, сама по себе, вот, король мечей, да, вот Уран, он такой у нас же, по-моему, немножко про Сатурна все-таки, да, по этому, по свойствам своим. Или он и есть, по-моему, да, Сатурн. Слушайте, я здесь, простите меня, пожалуйста, я действительно здесь могу плавать. Потому что на уровне души, говорят, не придуривайся. Почему ты боишься нести вот эти энергии, да? Энергии Гекаты, энергии подземного мира. Почему ты пытаешься действительно быть проще и понятнее для людей? Почему не осознаешь свою природу? А она у тебя про хтонь. Она, возможно, про то, что если ты в коннекте со своей душой, да, у тебя глаза там мерцают каким-то огнем красивым очень. 9 мечей. Ты, как это знаешь, это императрица кошмаров. Потому что как будто, вот знаешь, ты во сны можешь приходить. Может быть, это же еще про то, что с тобой через сны связываются. Здесь душа в коннекте, ты понимаешь, она в коннекте со своими, но ощущение, что тебя эти видения могут пугать. Ну, вот такая, ты знаешь, мать, из царства теней по большей части, да? Кто-то из царства света, ты из царства теней, и вполне возможно, у тебя вот эти тени недостаточно яркие. И это про то, что если ты их проявляешь, это дает тебе прям действительно ощущение некой селективности. Не про то, что тебе нужно губы пойти в черный покрасить или там, не знаю, готическую одежду одеть. Конечно же, нет. Это про то, чтобы не бояться нести свою вот несколько такую хтоническую селективность. Это про то, чтобы быть честным по отношению к себе, потому что, знаете, вот тоже в моем обществе, пространстве, потому что я же общаюсь с огромным количеством людей, да, поскольку публично достаточно, и я знаю, что меня много кто обсуждает, то есть они вот так вот боятся просто мне вот в лицо сказать, а за спиной шепчут, да, в том числе типа коллеги. А в лицо никто не скажет мне, потому что прям боятся, да, ответной реакции. Вас тоже боятся. Поэтому будут говорить за спиной, что вы какая-то странная, что, может быть, вы там душу дьяволу продали, понимаете, там. С сатаной ужинаете жареными младенцами. Это все сарказм, конечно, мой сейчас, вы же все это понимаете прекрасно. Я плюс-минус понимаю, кто приходит на канал, поэтому я где-то могу, да, позволить таким образом пошутить.
Вы знаете, самое странное, что есть люди, которые вот так вот тебе улыбаются, улыбаются, улыбаются. И они вроде такие светлые, солнышки, и такие, ой, столько любви в них. Но после общения с ними ты понимаешь, что ты просто высосан к хренам просто собачьим. Просто к хренам, просто высушен, потому что там такой, извините меня, шланг забора энергии от якобы солнечного человека, что ты думаешь, что где-то тебя очень сильно обманули. И мне очень жалко людей, которые эти зубы, эти щупальца на себе не умеют чувствовать до конца жизни. Я хочу сказать, что вот вы на уровне души не такое уж и безобидное существо. Потому что, опять же, если вас обидеть, вот эти вот ваши адские собачки, вы просто их спускаете с поводка. Может быть, вы даже не совсем понимаете происходящее, потому что это реально прям происходит на уровне души. И вот, собственно, обратите внимание, да, что карты-то у нас такие достаточно светлые, приятные, а информацию, которую я вам сообщаю, она реально прям вот как из темных вод, понимаете. А когда я спрашиваю, вы знаете про эту свою особенность, вы такие, да, но я ее так сильно боюсь. Так вот я хочу сказать, что если вот их не кормить, они сожрут вас в первую очередь. И, к сожалению, это приводит прям к необратимым последствиям. Психика, внешка, болячки и прочее. Здесь нужно понимать вообще, да, что это вот такой способ существования ваш. Ну и просто понимать, да, что где-то нужно вам безопасно, да, восполнять ресурсы, запасы. Вот вы понимаете, вы как-то русалка, да, то есть она вот такая вроде приятное дело, да, потом волокла, короче, на дно морское и сожрала. Потому что внутренне все равно есть от вас ощущение опасности. Вы, скорее всего, это знаете, но почему-то считаете, что это ваше проклятие, да? А здесь на самом деле просто у неких душ, которые общаются с вами, инстинкт самосохранения. Просто инстинкт самосохранения, что вы опасные. Вы опасны, и, скорее всего, ваша проявленная сила, она тоже не всегда про безопасность. Вот я сказала, да, что я вот вижу таких людей и общаюсь, я понимаю их природу, но я говорю, что вот если тебе кажется, что ты можешь получать это от меня, да, ты ошибаешься. И все, да, и происходит понимание, да, люди отвалились, а кем они там питаются дальше, да, и кого они там пожирают, это их уже личные половые трудности, знаете. Но есть обнаглевшие, которые тянут свои щупальца, хотя ты их прям закрываешь. А человек начинает просто там биться, да, в твои там какие-то личные сообщения, личное пространство, да, пытаться как-то с тобой дружить, потому что хочется твоей энергии. Я хочу сказать, что вы можете быть по обе стороны. Либо вам, да, будет ощущение какого-то прям тотального обезвоживания, одиночества. Действительно, мы будем пытаться, да, взаимодействовать с очень большим количеством людей, потому что нам энергии не хватает. Либо в связи с тем, что мы все равно мы напитались, мы не умеем ее распределять, соответственно, да, к нам будут вот такого же порядка, да, подходить для взаимодействия, да, чтобы забирать, как нам кажется, излишек. Совет для вас: понять природу своей души. Да? Смотри, Гермес, как отшельник, ну, имеется в виду, что вот это вот такая новость, вот это правда, тебе уже наконец-то сообщили, да, здесь просто как бы пойми, что это неплохо, не хорошо, но вот такая природа у тебя. И как бы пора на самом деле выйти из забвения относительно себя, относительно, что если такой солнечный человечек, семерка мечей, либо мы сами себя обманываем, либо мы, опять же, обманываем, там, или нас обманывает окружение. Сейчас я немножко получу для тебя послание по семерке мечей, потому что это какая-то очень важная знаковая карта, несколько дней. И в моем вот медитативном формате, когда я рассматривала взаимодействие семерки мечей, я брала для медитации там прототип компьютерной игры, когда абсолютно непонятно происходящее, потому что
Ну, там смысл в том, что нужно было там перевести каких-то пассажиров, да? Ты вообще не понимаешь свою миссию, да? Ну, то есть они приходят, тебе что-то сообщают и сваливают. А ты потом, типа, должен сложить из этого всего пазл. И это как бы энергия 7 мечей. Потому что как бы в итоге оказывается все опять же не то, чем кажется. Сказать о том, что эта карта прям исключительно предательств, нет, это ощущение, наверное, какого-то морока, который происходит в твоей голове, как будто ты сам себя без вазелина, понимаешь? За то, кто ты есть. Потому что здесь ощущение какого-то дикого самоедства. И привет самоедство, уничтожение за свои истинные желания. Поэтому привет гастрит, привет проблемы с кожей, привет психосоматика, всякое разное, которое связано с истинными проявлениями, потому что на самом деле на уровне души вы очень высокого мнения относительно себя. Не так уж много там условного света, как вы пытаетесь показать. Но вы это очень тщательно скрываете, и это дает прям очень сильный удар по психосоматике. 7 мечей. Вообще, знаете, я тут вот недавно, кстати, получила информацию о том, что 7 мечей, там же очень много про любовь. Иринии, они, знаете ли, были этими женщинами-фуриями. Это такие достаточно хитрые мадам. И задача этих Ириней была наказывать людей за их преступления. Есть ощущение, что вы себя наказываете просто за факт появления на этой земле, потому что, в принципе, вы прекрасно понимаете, как отсюда брать ресурсы в неограниченных количествах, потому что люди, они как бы не очень умные, а вы типа умнее. Здесь, знаете, еще может быть некий момент вашей какой-то, как вам кажется, избранности, селективности. Здесь могут прослеживаться такие выражения, да, из серии, что я там выше Чандрагия. Здесь могут быть некие игры эго, когда нам кажется, что мы в чем-то избраны и в чем-то круче, потому что мы какими-то знаниями обладаем или сопричастностью, или мы прошли какие-то великие инициации, или мы с богами ходим чай пить с плюшками. Вот это все есть, понимаете, это все уроки души. Но прикол, понимаете, в том, что вы сами себя наказываете. За что же еще отвечали Ирине? Да? Они на самом деле наказывали, да, за преступления против женщин. И, по-моему, за родителей, да, детей наказывали за родителей, по-моему, родители, короче, детей, вот что-то вот такое. То есть они, с одной стороны, конечно, женщины такие, да, у нас не очень добрые, а с другой стороны, они очень справедливые. И вот как бы на уровне души вот здесь вот есть некий момент справедливости, который нужно понять. И это заключается в том, что действительно есть иерархия, да, есть как бы хищники, есть корм для этих хищников. Опять же, у вас как бы прикол в том, что вы вроде хищник, но пытаетесь опять же быть не хищником. И вам всячески вот подсвечивают это все. При этом дикая зависть может быть к чужому хищничеству и даже сильный страх осуждения. И даже сильный страх осуждения, при этом, понимаете, часть вашей души действительно может говорить, что это нормально, что это для меня приемлемо, и это для вас дико страшно. И вы просто начинаете это все прям подавлять, свое вот это хищничество. И поскольку вы не выпускаете его наружу, я не говорю, что нужно вашего венома выпустить обязательно прямо сейчас наружу, чтобы он всех сожрал, да? Не разрешайте ему жрать вас изнутри, потому что, извините меня, это правда может приводить к очень серьезным заболеваниям. Все, не буду больше ничего говорить. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Буквально одну карту, как совет, вытащу сюда.
понятно. Тот вот путь, который вы для себя выбирали, это не ваш путь. Цикл заканчивается для вас. Цикл заканчивается. И, возможно, где ранее были для вас плодородные земли, вы уже все сожрали, дорогие мои. Пора искать новые плодородные земли или что? Почему? Ух ты! Вот это, конечно, прорыв. Давайте так, информация абсолютно не для всех. Информация абсолютно не для всех. И вот эта информация не для всех, она просто действительно говорит, вот сколько веревочек не виться, да, посмотрите, пожалуйста, на кармическое взаимодействие. Обижаете ли вы женщин? Есть ли у вас пассивная агрессия по отношению к женщинам? Вам нельзя. На уровне души сразу прям привет прилетает. Если у вас какая-то пассивная агрессия, или, может быть, вы обижали своих родителей, потому что вам тоже это все прилетает. Вот здесь прям показывает, что вы вроде как знаете законы, но при этом вы же как будто сами себя освобождаете от ответственности. Но это на самом деле не так. И как бы нам показывает, что мы должны, правда, нести ответственность за все происходящее. Да, может быть, вам как бы кажется, что вы круче, чем остальные. И просто если мы будем слишком уж злоупотреблять, да, слишком уж обманывать людей и, собственно, знаешь, как питаться украдкой, то так продлится недолго. Потому что вы либо сами как бы себя сожрете, понимаете? Потому что вот с точки зрения того, что с вами происходит, это про то, что вы сильно пошли не туда. Слишком ушли в состояние иллюзий. Как будто вы перестали подтверждать какие-то свои высокие права, как будто ваш уровень стал сильно ниже. Как будто мы хотим на Олимп, но нас оттуда условно справедливо свергли, а мы штурмом его типа хотим взять. Нас за это лишили ресурсов по справедливости. Как их восстановить? Помириться? Да. Помириться со своим первоисточником все же, понимаете? Потому что, может быть, вы просто несете там, не знаю, волю богов, да, но при этом решили, что вы сами бог. Ну, вот такая, знаете, история происходит по третьему варианту. Потому что вас немножко сейчас как сажают на свое место. Показывают словно истинный уровень, да, где-то мы слишком прям перегнули палку. Ну, вот такая информация пришла по третьему варианту. Сами разбирайтесь, что же там происходит. Я вообще половину не должна была по третьему варианту говорить. Потому что я понимаю, сколько все-таки ко мне придет абсолютно незнакомых людей, которые просто с треском начнут информацию натягивать на себя. Поэтому если вы что-то не поняли, это реально вам во благо. А вот если поняли, вот здесь вот нужно понять, что тут как-то гнев богов-то не за горами, и нужно понять, что же вы все-таки делаете не так. Все, вот такая информация была для вас. С вами была я, ваша нейроведьма.